Просто слушая вас, анализируя то, что вы говорите, у меня складывается такое впечатление, что мы медленно входим в Откровение 13 главу. 13 глава книги Откровения описывает нам существование нашей цивилизации в последний период, вот последний 7-летний период, 70-ю седьмину пророка Даниила, где показано существование единой мировой политической системы, единой экономической системы и единой религиозной системы. Все научные достижения, которые самые передовые, вроде бы с благих целей, но в конце концов они заканчиваются очень часто производством, разработкой оружия массового уничтожения. Цифровой концлагерь. Валерий Николаевич, как вы смотрите на взаимоотношения искусственного интеллекта и церкви? Почему я задаю этот вопрос? Недавно в Германии был саммит евангельских христиан, было экспериментальное богослужение, которое провел полностью искусственный интеллект. Кто-то выходил недовольный, кто-то сказал, да, это хорошо, это удивительно. Как вы смотрите на этот вопрос? Спасибо, очень интересный вопрос. С самого начала я хочу также поприветствовать всех слушателей, зрителей вашей платформы «Неудобные вопросы», да, или сложные вопросы. И с самого начала, отвечая на этот вопрос, я хотел бы уточнить определение искусственного интеллекта. Для непосвященных людей они думают, что это абсолютно стопроцентный заменитель какой-нибудь личности. Что мы вообще интуитивно включаем в понятие искусственного интеллекта? Это своего рода личность. Что характеризует любую личность? 3 атрибуты, это согласно библейской антропологии. Это наши волевые решения, наш интеллект и эмоциональная составляющая, наши эмоции. Для личности присуще также то чувство, которое психологи называют самосознание. Интеллект, личность создает свое бытие, свое существование и принимает решения. Фактически это наше эго, это наше я, это наше самосознание. В принципе, это и составляет понятие, библейское понятие человеческой души, на русском языке переведено, на греческий это психия или же психика. И вот, по сути, классическое определение интеллекта. Повторяю, волевые решения, принятие решений, свободная, интеллектуальная деятельность и эмоциональная составляющая. В последнее время, конечно, наука пошла очень далеко, учитывая развитие компьютерной техники и так далее. И человечество постепенно удивлялось, что компьютер научили играть в шахматы. Компьютер пишет стихи, и все говорят, вау, вот это достижение. Да? Вот в этом телефоне функция Siri, она тебе будет отвечать, задаешь вопрос, она с Википедии сразу достанет тебе информацию и расскажет тебе очень много. Но когда вы начнете беседовать и задавать самые различные вопросы, сделайте эксперимент, в том числе и духовные. И вот эта железячка скажет на каком-то этапе, а нас на это не программировали. Непосвященных людей создается впечатление, что возможен искусственный интеллект. На самом деле компьютерная система есть сегодня очень продвинутая, уже есть с биопроцессорами компьютеры, которые могут иметь очень большое быстродействие, очень функциональные, многофункциональные и так далее. И кажется, что фактически они обладают каким-то самостоятельным существованием. Но на самом деле они работают с программами,
заложенными людьми. Даже есть такое понятие самообучающие программы, когда заложен определенный алгоритм, и компьютер с какой-то информационной выборки по алгоритму выбирает нужные слова, нужные подтексты и так далее. Непосвященных людей создается такое впечатление, что это что-то живое. Оно просто ожило. Это такую систему, когда строят, например, робота и дадут ему какие-то динамические функции, и он принесет тебе чашку чаю, он там еще что-то сделает. Но прямо живое существо. Поэтому я хочу сказать и с научной точки зрения, с библейской, со всей ответственностью, что искусственного интеллекта не существует. И никогда человечество не перешагнет этой грани. Вот эта железяка, как бы она ни была, как бы не были тут устроены микротехнологии, нанотехнологии, пусть будут тут сотни миллиардов с разных там определенных интегральных схем, никогда он не начнет любить. Он никогда не будет проявлять какие-то определенные чувства. Он никогда не выйдет за пределы заложенной программы. Мы должны это понимать. Конечно же, робототехника, компьютерная техника, она позволяет облегчить этот прогресс науки, мы это одобряем, облегчить наше существование, сделать производство, нанотехнологии, что человеку не под силу, то, что под силу сделать в общем, в области особенно нанотехнологий. Эти, скажем, робототехника может сделать несравненно лучше, но опять, это алгоритм, заложенный мыслящим существом, мыслящим человеком. И подобно как в биологии, нельзя перейти эту грань от неживой материи к живой. Есть такой закон биогенезиса, где ученые говорят, жизнь только от жизни, биологическая клетка только от клетки. И напрасные стремления всех эволюционистов найти какие-нибудь предпосылки, найти какие-нибудь в экспериментах, вот это делалось миллионы экспериментов, перешагнуть пропасть от неживой природы к живой, нет, никогда. Подобно и сегодня все попытки, будем говорить так, образно говоря, оживить вот эту мертвую структуру, придать ей, они никогда не могут перешагнуть через вот эту часть. Некоторые христиане, они напуганные говорят, а может ли такое быть, что вот создали такой сложный компьютер, создали такую систему там с биопроцессорами, такую сложную систему на уровне, да, и дух, скажем, там, Божий или дух там, демонический наполнил и начал жить в этой системе. То есть симбиоз. Симбиоз. Интересно. Невозможно. Потому что духовный, между духовной реальностью и физической также определенная пропасть. Дух может соединяться только с духом, материя соединяется только с материей. Ну, я походу могу задать вопрос. Просто зрители, я-то знаю вас немножко больше, чем зрители, да, и у них возникает вопрос. Вы сейчас говорите как богослов, но если мне память не изменяет, ваше первое базовое образование, оно техническое. Да, технически. Вы можете немножко сказать о технических ваших достижениях, чтобы людям было понятно, что вы с точки зрения технического специалиста говорите и богослова говорите? Я закончил политехнический университет. Как раз у меня был факультет автоматики и вычислительной техники и специализация электроакустика, ультразвук. Ну, работал как раз в таких структурах, связанных
ну, серьезными там такими разработками. И, кстати, в моей диссертационной работе я применил, это была система диагностики, где я применил так называемую теорию распознавания. Это элементы, скажем, искусственного интеллекта, когда машинно-компьютерная система делала вывод о техническом состоянии, скажем, той или иной колебательной системы. А в каком году это было? Ну, это было к концу 80-х То годов. есть в конце 80-х уже было понятие искусственного интеллекта? Ну, он так назывался, зарождалось. Вообще понятие искусственного интеллекта, оно начало зарождаться в связи вот с возникновением такой науки, как кибернетика. Вот, и по всему миру. И поэтому это была новая отрасль, очень интересная, теория информации, бурно развивающаяся. И, конечно, подхвачена сегодня благодаря вот, нанотехнологиям, где можно было создавать такие удивительные системы. Я прошу прощения, у вас, по-моему, есть еще запатентованные изобретения? Ну, да, около 20 по тему Около моей 20? да, патентов, это, которые были использованы для защиты диссертации. Я возвращаюсь к этой теме уже, ну, как скажем, с точки зрения там, физики и с точки зрения теперь богословия. Очень много шума вокруг этого. Например, если кто-то не понимает, и вот какие последствия этого всего. Дело в том, что в этой области даже серьезные философы, серьезные ученые, они высказывают опасения. Опять же, если, например, человечество создаст целую серию, целую семью роботов с искусственным интеллектом, и они же заменят человека, они же поднимут восстание. Ну, один из таких людей — это Илон Маск, который говорит об опасности искусственного интеллекта. Хотя сам ведет, интересно, разработки в этом направлении. И очень интересная личность. Работы Илона Маска, да, направлены, вот как вы сказали правильное слово, симбиоз, встретить или продолжить человека, продолжить ее способности путем симбиоза, включения, скажем, там, мозг, его какие-то определенных, будем говорить так, микросхем, которые расширили ее возможность. Вот такое эволюционное, механическое представление о самом человеке. Такое дерзновение сегодня наука заявляет и пытается делать разные определенные. Но он же это делает все с благих целей. Благих целей, безусловно. Многие вещи в науке, вот обратите внимание, все научные достижения, которые самые передовые, самые вроде бы с благих целей, но в конце концов они заканчиваются очень часто, например, производством, разработкой оружия массового уничтожения. Когда-то известному физику Ферми говорили, когда начали исследовать ядерный взрыв, возможность ядерного взрыва, рассчитали критическую массу. Это же уничтожить столько людей, он сказал, перестаньте, это отличная физика. Кто-то смотрит на эти вещи вот подобным образом. Поэтому, с одной стороны, мы приветствуем всю ту технологию, которая есть, и Бог дал человеку проникнуть во многие вещи, потому что он создан по образу, по подобию Божьему, чтобы вот эти вещи могли присутствовать в его жизни. И таким образом, по моделированию вот такого сложного устройства, скажите, сколько надо работать было институтам, сколько надо было работать ученым, сколько миллиардов потратить, чтобы создать эти наподобие разума. Хотя, будем говорить так, электронный металлический разум. А как же тогда слепая природа создала человека, самосознание? Неужели эти 1,5 килограмма серого вещества, которые наш мозг, поднимаясь над всем остальным мирозданием, дают ему оценку? Каким образом эти 1,5 килограмма,
эта химическая таблица элементов Менделеева выжимает из себя сознание, выживает из себя интеллект, какие-то эмоции. То есть вопрос, на который ответа нет. Пытаясь, поэтому строение мозга и взаимодействие нашего мозга с духовным миром – это одна из очень интересных, сложнейших проблем. Кстати, многие христианские ученые эти вещи сейчас исследуют, и очень много интересных есть открытий, подтверждающих Библию.